Привет, гриндята, вы на канале стримера, я Вовка Петрожицкий. Огромные корпорации по типу Ubisoft внушили нам, что открытый мир — это нескончаемый список дел в ежедневнике. Бесконечные зачистки аванпостов и точек интересов. Собери 10 сундуков, повтори все это по кругу, чтобы получить ачивку. А Crimson Desert, по их заявлению, пришла, чтобы это изменить. Пока западные гиганты стагнируют, Pure Abuse выкатили игру, которая заставляет конкурентов закупать блогеров для уничтожения игры и плавится ваше железо. Они замахнулись на то, чтобы влепить пощечину всей индустрии. Но все ли так гладко на самом деле? Возможно, мы упускаем важные детали, и нас на самом деле водят за нос. Crimson Desert пытается вернуть нам веру в то, что мир может быть интересным, но самый сок — это статистика Steam. Посмотрите на эти цифры. 70% игроков прошли первую главу. Игра работает, люди в нее заходят. Но знаете, сколько человек получили ачивки за дополнительные испытания мастерства? 0. Почему мы наблюдаем такую статистику? Я, конечно, ни на что не намекаю, но мне кажется, чтобы получить эти достижения, нужно потратить сотни часов. И не попытка ли это намеренно затянуть игру? И будет ли игрокам интересно добиваться этих ачивок? Мне интересно ваше мнение по этому поводу. Ко всему прочему, я не могу не упомянуть о том, что играть на консолях — это отдельный вид мазохизма. Чтобы выдать хоть какую-то частоту кадров, разработчики порезали разрешение в кашу, да, 720 пикселей в 2026 году. Это звучит как шутка. Но это чистая правда. В динамике все превращается в пятна. Ночью игра просто играет тенями, живущими своей жизнью. Вы не видите врагов и своего персонажа. Вы видите скопление пикселей, которые варятся в каше ваших воспоминаний с трейлеров игры. Нельзя продавать визуал, который невозможно запустить на железе обычных игроков. Все же я считаю, что если они хотели захватить широкий рынок продаж, им стоило брать это в расчет. Но думаю, это послужит хорошим уроком не только для данного разработчика, но и для всех. И вот тут случается самый болезненный когнитивный диссонанс. При всех оскорблениях в сторону движка, при всей тряске текстур, которая создала тряску на старте проекта, я должен признать, в Crimson Desert действительно есть много интересного. Pure Abuse создали мир, в котором можно натурально поселиться. Да, если вы не хотите жить в ИРЛ, вы можете жить в игре и жарить мясо на земле своим мечом. Здесь действительно контента не на один вечер, и можно скоротать пару деньков в этом мире. Его некоторым действительно захочется исследовать на своих ногах или летая на драконе, у которого кулдаун на спаун всего 50 минут, а не просто бегать от маркера к маркеру. Но здесь мы возвращаемся к той самой статистике в Steam. Вопрос на миллион. Какой процент игроков реально готов продираться сквозь технический ад, чтобы увидеть это золото? Те самые 0% достижений за испытания — это приговор не контенту, а его подача. Люди заходят, видят потенциально великую игру, но уходят, потому что их глаза и нервы не железные. Pure Abuse построили шикарный замок, но забыли проложить к нему дорогу, оставив вместо нее болото из лагов и мыла. Пишите, сколько вы вытерпели в Пайвеле. И это не выдумки. Уже виден отток игроков спустя всего неделю, что говорит о том, что не так уж и много новых продаж. Да, он небольшой, но он есть. Те самые 0% достижений за испытание — это приговор не контенту, а его подаче. И вот тут начинается самое странное. Если игра такой технический провал, почему счетчик SteamDB замер на отметке в среднем 160 тысяч игроков ежедневно? Эта цифра лишь потихоньку снижается. Люди не уходят, и мир игры не пустеет. Это парадокс, который ломает логику игровой индустрии. Быть может, это магия Pure Abuse? Представьте себе, 160 тысяч человек каждый день заходят в игру, натираются мылом из графики, продираются сквозь лаги и тряску текстур, и при этом никто не может закрыть сраные испытания. Это либо самая преданная аудитория в мире, которая готова жить в этом океане ради атмосферы, либо испытания в игре настолько сломаны, что их физически невозможно сдать. Являются ли эти люди заложниками контента? Ведь они явно нашли в Crimson Desert то, чего нет у конкурентов. То, что смогло поймать их на крючок. Неужели это те самые сотни часов активности, про которые я говорил ранее? Или игроки просто
просто забивают на ачивки и статусы. Может быть, они там живут? Если, конечно, это не мертвые души, кто знает. Они там приручают лошадей, наряжают своих котов, дерутся в тавернах и исследуют мир, игнорируя то, что игра поломана во многих аспектах. Может, они нашли там тот вайп из детства, которого многим из нас сейчас не хватает? Но 0% однозначно странная вещь. Это значит, что Pure Abuse создали черную дыру, а вы все в нее угодили. Вы там проводите сотни часов, но для внешнего мира, для вашей статистики, для вашего прогресса в Steam, вас как будто не существует. Вы 200 тысяч призраков в мыльном лесу. Это ставит вопрос ребром. А не рисуют ли нам эти цифры? Или Crimson Desert — это первая в истории игра наркотик, где удовольствие от процесса настолько выше боли от технических испытаний, что игроки просто перестали замечать отсутствие результата. Вы только вдумайтесь в этот сюрреализм. 190 тысяч живых людей каждый день в Steam — это население целого города, которое ежедневно заходит в мыльный пайвел и не оставляет следов. 0% достижений за испытания при таком стабильном онлайне — это не просто баг, это цифровой лимб. У меня есть 3 теории, от которых становится не по себе. Теория черновика. Pure Abuse настолько перемудрили со своим движком Black Space, что он обрабатывает ваши действия локально, но стесняется отправить их в Steam. Вы убиваете боссов, вы ставите рекорды в испытаниях, вы живете там сотни часов, но для глобальной сети вы пустое место. Ваша доблесть останется внутри вашего ПК, не выходя за пределы этого дорожащего экрана. Теория мазохистского фильтра. Те самые 190 тысяч — это элита, которая настолько преисполнилась в этой игре, что им плевать на ачивки. Они нашли в Crimson Desert что-то такое, ту самую свободу на 100 часов, что внешнее признание от Steam им просто не нужно. Они не проходят игру, они в ней находятся. И это пугает. Игра настолько затягивает своим наполнением, что вы забываете, зачем вообще в нее пришли. И последнее. Иллюзия жизни. А что если часть этих 190 тысяч это не игроки? Что если Pure Abuse, боясь провала своего некстгена, создали самую масштабную симуляцию онлайна в истории? Но это звучит слишком безумно. Или нет? В любом случае, Crimson Desert создала прецедент. В 2026 году мы получили игру Призрак. Вы видите ее в топах Steam. Вы видите ее в своих кошмарах из-за мыльной картинки. Но вы не видите ее в списках достижений. Это величайший парадокс индустрии. Самая популярная игра, в которой никто официально ничего не достиг. Так что же такое Crimson Desert в 2026 году? Это не просто игра с плохой оптимизацией. Это первый в истории цифровой монумент нашему терпению. Мы годами просили индустрию дать нам живой, глубокий мир на сотни часов. И Pure Abuse дали его нам. Но цена оказалась слишком высокой. Они заперли этот шедевральный контент внутри движка, который дрожит от собственной сложности. И скрыли его за пеленой визуального шума. 190 тысяч человек в пике при 0% достижений — это не баг. Это метафора. Мы все превратились в цифровых кочевников, которые бродят по Пайвену без надежды на признание со стороны Steam. Мы тратим сотни часов, приручая коней и сражаясь в тумане, получая удовольствие вопреки боли, вопреки здравому смыслу и вопреки мылу в глазах. Crimson Desert доказала, игроки готовы простить технологии и все, если мир внутри по-настоящему живой. Но она же поставила страшный диагноз. Вы готовы стать невидимым, лишь бы коснуться чего-то великого. Pure Abuse создали идеальную ловушку. Вы входите в нее как амбициозный игрок, а остаетесь как безмолвная единица в статистике онлайна. Без ачивок, без четкой картинки, но с сотней часов воспоминаний, которые невозможно заскринить. Стоит ли этот опыт вашего времени, решать вам. Но помните, заходя в Crimson Desert, вы рискуете стать частью самой большой армии призраков в истории Steam. Пайвен ждет всех вас, но он вас не запомнит. А на этом все. Если вам понравилось данное видео, вы можете показать мне это своим лайком. Обязательно пишите комментарии, чтобы я знал, что я что-то делаю не так. Также переходите в наше сообщество в Дискорде и ТГ. В нем вы можете узнать анонсы моих стримов на Twitch, ведь я часто провожу стримы. Вы были на канале стримера, я Вовка Петрожицкий, и вы можете подписаться на меня во всех соцсетях. Ссылочки будут в описании. Всем пока!